Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. А, Я вас приветствую от имени антидискриминационного центра «Мемориал Брюссель» и Международного комитета коренных народов России, в сотрудничестве с которым мы проводим вот эту серию экспертных вебинаров по правам коренных народов. Запланированных всего пока 4, вот сегодня первый из них. И он посвящен специфике международного и российского законодательства коренных народов, а также международным структурам представительства коренных народов и защиты их прав. Мой доклад посвящен проблемам соответствия международного и российского законодательства о коренных народах. Декларация ООН о правах коренных народов – это, так сказать, основной декларативный документ международный, не дает строгого определения коренных народов. Это такой рамочный документ, который приглашает национальные правительства к созданию национального законодательства и законотворчества в уже своих национальных системах. Вот перед вами первые 5 статей декларации, где обозначены основные права, самые первые, ну и далее указаны и другие права коренных народов, и обязанности государств, присоединившихся к этой декларации, о том, что они готовы гарантировать эти права и реализовывать. Ну, как вы знаете, Россия не присоединилась к декларации. Камнем преткновения стали 2 вопроса. Вопрос о самоопределении коренных народов и вопрос о земле. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Другие международные документы предлагают набор критериев, по которым тот или иной народ, та или иная общность может быть отнесена к коренным. Вот перед вами критерии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Здесь мы видим самоидентификацию и признание сообществом, преемственность с доколониальными обществами, связь с природой, с территорией проживания, отличные от других социально-экономические и политические системы, язык, культура верования, недоминирующее положение в обществе и намерение сохранять свою культуру, образ жизни и их воспроизводить. Красным тут отмечены 2 критерия, не случайно, мы их запомним. Более практическая организация, вот Всемирный банк, который отвечает в некотором роде за финансирование практических программ по поддержке коренных народов, тоже имеет в своих документах такие определения коренных народов. Здесь мы видим подчеркнуто их уязвимость, их недоминирующее положение в обществе, а также перечислены критерии, которые отчасти совпадают и немножко иначе формулируются, чем это формулируется постоянным форумом. Здесь приводится также и терминология различная, аборигены, горные племена и так далее, которые могут встречаться в национальных законодательствах. Еще одно определение коренных народов мы можем видеть в Конвенции Международной организации труда, которая относит, собственно, содержание этой конвенции и понятие коренных народов на 2 категории. Те, которые ведут племенной образ жизни, отличающийся от образа жизни большинства, и народы, которые, может быть, и не ведут какой-то очень уж отличный от других образ жизни, но потомки тех, кто населял страну до завоевания или колонизации. Теперь давайте обратимся к российскому законодательству. Ну, как вы знаете, особое законодательство относится в Российской Федерации к коренным малочисленным народам. И используется этот термин по отношению наиболее часто к 40 народам Севера Сибири и Дальнего Востока, но есть и другие народы в других регионах.
Вот набор критериев, который используется в профильном законодательстве России, следующий. Значит, коренной народ, то есть живущий на территории расселения предков неопределенно давно, традиционный образ жизни, один из критериев, малочисленность до 50 человек, до 50 тысяч, извините, человек. И, то есть, очевидно, это некоторая, так сказать, интерпретация в российском законодательстве понятия уязвимости. И самосознание, четвертый критерий, на четвертом месте. И вот хочу заметить, что отсутствуют в российском законодательстве вот эти критерии о недоминирующем положении в обществе, и не упоминается никак колонизация или завоевание территории этих народов. Ну, мы понимаем, с чем это связано, и, как мы с вами видим сегодня, российская власть не допускает никаких дискуссий на тему вот колониального характера российского государства в прошлом и в настоящем, и попытки критики, и вообще любых даже обсуждений государственной политики по регулированию межэтнических отношений воспринимает крайне болезненно. Значит, я бы хотела прокомментировать эти 4 критерия, то есть несколько замечаний. Значит, что касается вот этой понятия коренности, так сказать. Вот в российском законодательстве принят не заимствованный термин, ну, допустим, аборигенный или автохтонный, который более нейтрален, а русскоязычный термин коренной отнюдь не нейтральный. Он имеет разнообразные коннотации, и само это слово «коренной житель», «коренной народ» часто используется русскими националистами для противопоставления русского этноса мигрантам и вообще иным, чужим и пришлым. Что касается критерия традиционного образа жизни, здесь возникает вопрос о людях, которые считают себя представителями коренного малочисленного народа, но традиционный образ жизни не ведут. Ну, например, в силу урбанизации этого народа или других причин. И вот в российском контексте я бы хотела здесь упомянуть решение Конституционного суда, подтвердившего, что права коренных малочисленных народов распространяются на таких людей. Это дело представителя СААМи Андрея Данилова 2021 года в Мурманской области и дело Геннадия Щукина-Долганина в Красноярском крае о делегировании права на охоту другому представителю общины. То есть здесь тоже есть тонкости, что касается традиционного образа жизни. Что касается критерия малочисленности, вообще порог в 50 тысяч человек представляется излишне низким и лишает признания и дополнительных прав народа как бы с пограничной численностью, которая там чуть-чуть больше 50 тысяч. И еще вот есть один такой момент. Российские власти, когда отчитываются в международных органах, в принципе, гордятся тем, что у коренных народов увеличивается численность. И вот в частности порог, вот этот вот к порогу 50 тысяч подошли немцы. В переписи 2021 года их насчитали 49 600 человек. То есть вот еще чуть-чуть, и они перестанут быть коренным малочисленным. И даже некоторые эксперты считают, что их на самом деле больше, но российская власть намеренно занижает их численность, чтобы оставить их, значит, в этом самом списке. Ну и, наконец, критерий самоопределения. Тут тоже есть о чем поговорить, потому что признание коренным малочисленным народом в России осуществляется при помощи довольно бюрократической и сложной процедуры включения в единый перечень коренных малочисленных народов, установленных правительством. И, значит, я бы хотела сказать, что вообще в российских стратегических документах и даже региональных законодательствах есть прецеденты определения коренного народа без критерия малочисленности. Вот, к примеру, концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока 2009 года. Здесь прямо черным по белому написано, что преобладающее большинство народов страны являются коренными, потому что они сложились как этнические общности на территории современной России.
Вот такой подход мы можем видеть похожий, ну даже более определенный, в законе о коренных народах Украины. Вот здесь я его привела. То есть это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, носители самобытной культуры и так далее. И здесь вот еще добавлен критерий, что этот народ составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Ну и в Украине законодатели пошли еще дальше по пути определенности. Они прямо перечислили вот эти народы, которые они считают коренными и на которых этот закон распространяется. И сейчас вот я хочу вам показать такой прецедент Республики Саха, Якутия, где в Конституции тоже звучит вот этот термин коренных народов. Вот в первой статье, что гарантирует сохранение возрождения коренных народов Республики Саха-Якутия, а также русских и других старожилов. В статье 2 здесь используется, мы встречаем еще один термин, еще одну категорию населения – коренных малочисленных народов Севера. И вот в статье 3 тоже опять повторяется вот эта вот группа населения, которая здесь упоминается. Таким образом, значит, здесь 3 категории населения Республики Саха-Якутия перечислены. Причем русские и другие старожилы защищены специальным законом, вот это пункт, вот этот вот 2, на них распространяются те же гарантии, что и имеются у коренных малочисленных народов Российской Федерации. Это республиканский закон. Коренные малочисленные народы Севера, которые живут на территории Якутии, тоже защищены республиканским законом в дополнение к закону федеральному. И вот у некоторых депутатов возник вопрос, а кто же такие вот коренные народы Якутии? И эти депутаты обратились в Конституционный суд Республики Саха в 2016 году и получили вот такое толкование, эти статьи Конституции. Значит, вот статья 1 по поводу коренных народов Республики Саха, а также русских и других старожилов, получила толкование о том, что, значит, эта статья означает признание территории Якутии родной землей, исторической родиной якутского народа. Значит, статья 2 была истолкована Конституционным судом так, что эти положения следует понимать как совокупность естественных коллективных прав коренного народа Якутии, именем которого названа Республика Саха-Якутия. То есть вот заметьте, что якуты здесь как бы даже не названы, а как-то описательно упомянуты. И, значит, еще статья 3 толкуется так, что коренные малочисленные народы защищаются специальным законом и республиканским, и федеральным. А власти гарантируют вот, значит, защиту коренных народов уже, значит, определенных вот в предыдущих толкованиях. Но надо сказать, что вот это вот постановление Конституционного суда вызвало скандал, и, значит, власти Якутии были обвинены в попытках там чуть ли не постройки этнократического режима, и, значит, стали писать такие, значит, источники в СМИ, что вот единственный коренной народ, исходя из этого толкования, это якуты, а как же быть, значит, с другими, с русскими, юкагирами, чукчами и венками, которые тоже живут на территории Якутии. Вот. Но, конечно, все эти обвинения довольно беспочвенны, потому что, значит, не только есть специальные законы в Якутии республиканские по защите, значит, русских, старожилов и коренных малочисленных народов, но даже есть закон о территориях традиционного природопользования республиканский в Якутии, где, значит, этот закон и традиционный образ жизни как бы гарантируются лицам, не принадлежащим и не относящимся к малочисленным народам, а, то есть, собственно, ко всему населению. Вот это, значит, такой образец регионального законотворчества и попыток вот, значит, размышления на все эти темы. Ну, значит, с тех пор
конституционные суды субъектов федерации, там, где они были, были упразднены в силу конституционной реформы. Начиная с 2020 года, окончательно они перестали существовать в 2023 году. Это к вопросу о российском федерализме и его путях. Значит, еще один казус я хотела вам показать, пример. Вот в Республике Дагестан нет специального закона, но есть перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан. Их всего 14, и вот заметьте, что численность некоторых из них, значит, превышает указанное в федеральном даже законе, и, к примеру, в этом списке оказались русские в том числе, да, и среди многих других народов, которые довольно многочисленны по сравнению с требованием федерального списка. И, значит, здесь тоже федеральное правительство не дремлет. Федеральное агентство по делам национальностей в проекте к поправкам закона о коренных малочисленных народах предлагает лишить Дагестан права определять самостоятельно вот список коренных малочисленных народов на своей территории. Вот эти поправки еще пока не вступили в силу. И еще один случай интересный в этой связи я хочу упомянуть, случай Карелии. В 2021 году при переписи, значит, шокирующим фактом явилось снижение почти что в 2 раза за 11 лет, за 10, да, численности народа карел в Карелии. И вот получается, что народ по числу малочисленный, но при этом он титульный в Республике Карелия, что тоже довольно интересно. И там, в общем, были некоторые дебаты, не подать ли на такой, значит, официальный статус коренных малочисленных, чтобы получить дополнительные права и гарантии. Ну, я понимаю, что я уже должна заканчивать. Хочу очень коротко сказать о критерии самоопределения, о котором, в общем, активисты движения коренных малочисленных народов вот в 10-е годы, когда были большие дискуссии, они очень, значит, ратовали за это, за то, что нужно вот красным, тут вот у меня отмечено, установить объективные признаки, по которым человек может быть отнесен к коренному малочисленному народу. И вот, значит, в России действует единый перечень коренных малочисленных народов, утвержденный правительством РФ. И с 2020 года, да, извините, вот этот список, он с 2000 года, то есть уже довольно давно, а с 2020 года ведется индивидуальный учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. При этом, как бы, если говорить о целеполагании, да, со стороны федерального агентства, это составная часть мониторинга в сфере межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Вот как бы это рамка, да, такая. И целью этого списка было просто облегчить жизнь конкретным людям, чтобы они раз и навсегда доказали, что они принадлежат коренному малочисленному народу и имеют право на такие-то, такие-то льготы. Но со стороны активистов и экспертов раздавалась критика, в том числе к самому подходу к формированию этого списка. То есть он ориентирован на какие-то льготы и ограничения, но не на права. Его было очень трудно выполнить. Теперь, то есть надо было посылать документы нотариально заверенные в Москву по почте, в федеральное агентство. Теперь это можно сделать электронно. Ну, в общем, я бы сказала, что вот если бы меня спросили, что тут не так, я бы сказала, что, во-первых, роль федерального агентства немножко не соответствует заявленным целям этого списка, то есть причем тут предупреждение конфликтов и так далее. И в современной ситуации этот список, поскольку это все-таки личные данные, он может быть использован в репрессивных целях, в том числе в целях мобилизации на войну против Украины. Вот, я, значит, не успеваю рассказать о, значит, Конституции и некоторых таких беспокоящих экспертов пунктах, связанных в первую очередь с поправками в Конституцию 2020 года. И заключая свое выступление, я хочу сказать, что
в сама отрасль права коренных малочисленных народов и коренных народов вообще, она довольно новая по историческим меркам, она живая, и она требует очень взвешенных решений. Здесь нет готовых решений, нет простых решений, и все, и эксперты, и активисты должны, как мне кажется, участвовать в диалоге таком взвешенном и таком, так сказать, спокойным и подкрепленным различными аргументами и обязательно мнениями самих коренных жителей, коренных народов, жителей своих традиционных территорий. Все, большое спасибо за внимание. И я передаю слово Павлу Сулендига, главе фонда «Ботани», и активисту Международного комитета коренных народов России. Он расскажет о становлении движения коренных малочисленных народов и его встраивании в международную повестку. Пожалуйста, Павел, вам слово. Да, я хотел бы рассказать об истории становления движения коренных малочисленных народов, но для того, чтобы, мне кажется, было более интересно, я расскажу об истории, о краткой истории 3 организаций, которые были созданы коренными малочисленными народами. Это об истории Райпон, так называемая организация Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, фонда Ботани и Международного комитета коренных народов России. История Райпон. Да, я начну эту историю с 90-го года, когда она была создана, до 2013 года. Я потом поясню, почему в 2013 год я разбил эту историю, да, историю этой организации. В 90-м году, это был еще Советский Союз, в Кремлевском дворце съездов состоялся съезд, тогда еще называлось «Народов Севера СССР». В этом съезде участвовали все первые лица советского государства, правительства, коммунистической партии во главе с Горбачевым. И на этом съезде была создана Ассоциация народов Севера, тогда она так называлась. Первым президентом был избран писатель, нивский писатель Владимир Михайлович Санги. И вот с этого момента начинается история этой организации. И я сразу могу сказать, что хотя это был Советский Союз, но, как мы помним, 90-е годы это уже все-таки были годы перестройки, вовсю шла, да, и это было уже шло к закату Советского Союза. И на нашем съезде народов Севера СССР, принимала участие делегация ICC, это Международная циркумполярная конференция инуитов, да, которую в России называют эскимосы. То есть тогда уже на нашем съезде была делегация от инуитов, и я хорошо помню выступление на этом съезде президента ICC, это была Мэри Саймон, и я помню ее слова, где она сказала о том, что я послушала вас, да, выступление делегатов этого съезда и поняла, что где бы мы ни жили, в коммунистической системе или в капиталистической системе, и та, и другая системы давят коренные народы, и поэтому нам нужно объединяться и бороться за наши права. Я хотел бы в качестве такой ремарки сказать, что в настоящее время вот первый президент ICC, Мэри Саймон, является генерал-губернатором Канады. Сразу же в первые годы создания нашей ассоциации роль международного сотрудничества стала играть большую роль, потому что начались процессы, связанные с сотрудничеством в Арктике, и наша ассоциация начала сотрудничество с Международной циркумполярной конференцией инуитов и Советом Саами. Тогда это сотрудничество было очень-очень успешным, было очень таким продуктивным. И я, кстати, могу сказать о том, что
эти две организации, и ICC, и Совет Сами, внесли большой вклад в развитие райпо. Я, например, могу сказать, что когда в 1997 году выборы в райпон выиграл Сергей Николаевич Харючи и получил документы, устав и все документы организации, у райпон в то время было 900 миллионов рублей долга. Ну, это старыми деньгами, да, это примерно по тем деньгам это было примерно там чуть больше, кажется, 20 тысяч долларов, и это были долги ассоциации, связанные с тем, что не перечислялись налоги в пенсионный фонд и так далее. И я могу сказать, да, о том, что райпон погасил эти долги за счет денег, которые как раз дало правительство Дании. Оно дало через как раз ICC Гренландия для того, чтобы райпон не был признан банкротом. Тогда же, в эти же годы, райпон начал участвовать активно Я прошу прощения, какой-то Андрей, у вас микрофон не выключен. Да, Андрей, выключите, пожалуйста, микрофон. И в это же время начался совместный проект между райпоном и ICC Канада, да, вот циркумполярную конференцию, в рамках которой все региональные ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока были оснащены всеми необходимыми офисными принадлежностями, начиная с компьютеров, принтеров, факсов, ну и всякими такими другими вещами. Я хотел подчеркнуть, все офисы региональные получили это оборудование. В это же время райпон как раз боролся там по ряду вопросов, связанных с сохранением природы, сохранением окружающей среды, да, от коренных малочисленных народов. И в 1999 году райпон получил премию от ЮНЕП, да, это тогда еще программы ООН по охране окружающей среды, Global 500, которую мы получали из рук императора Японии. Мы в это же время особенно активно, как я уже говорил, работали с Арктическим советом, с его рабочими группами. И в рамках этого сотрудничества у нас было проведено совместно с рабочей группой АМАП, КАФ, ряд научных и аналитических исследований, связанных со здоровьем коренных народов, связанных с загрязнением окружающей среды. И в это же время мы принимали участие, в том числе и в межправительственных переговорах, которые шли, например, между Россией и Канадой, Россией и Данией. И в это же время я хотел бы подчеркнуть особо, да, что вот с 1990 по 2013 годы съезды коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока проводились таким образом, что делегатом этого съезда мог быть выбран любой представитель коренных малочисленных народов, если он выходил на выборы и побеждал. Да. Я почему об этом хотел бы особо подчеркнуть, потому что сейчас представители райпон, которые, по моему мнению, являются неким подразделением правительства России для пропаганды, они поднимают все время вопросы о легитимности. Но я хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время в райпоне, именно в настоящее время в райпоне, не каждый представитель, далеко не каждый представитель коренных малочисленных народов может быть избран делегатом съезда, быть избран в руководящие органы, голосовать, принимать решения, потому что делегатами съезда могут быть только фиксированные члены райпона, а их количество достаточно небольшое. Это вот фотографии как раз вот с международных мероприятий. Вот эта верхняя фотография, это международный в
протест, в который организовал райком в Москве против сахалинских проектов в конце 90-х, начале 2000-х годов. Справа верхняя фотография – это мы принимаем участие в Баренц-саммите в рамках Баренц-сотрудничества. Была специальная рабочая группа по коренным народам, где райком также принимал активное участие. Внизу фотография – это мы проводим в ООН, в Нью-Йоркском офисе ООН, заседание вместе с Общественной палатой России, как раз мероприятие по правам коренных малочисленных народов России. Ну и нижняя фотография справа – это митинг, который проводил райком на Камчатке в связи с тем, что все время права коренных народов Камчатки ущемляются от права на вылов рыбы. История ботании, она, конечно, гораздо короче, чем история райпона. Ботани был создан после нашего участия в 2004 году в Санкт-Петербургском экономическом форуме, где блок был посвящен экономическому развитию Арктики и экономическому развитию коренных народов. Я могу сказать, что как раз было принято решение, официальное решение Санкт-Петербургского экономического форума о создании специальной организации коренных народов для экономического развития. Вот тогда же был создан фонд Ботани, и фонд был абсолютно не политической организацией, он занимался только двумя вопросами. Это помогал разрабатывать экономические и социальные программы развития общин коренных народов. И второе, помогал общинам коренных народов вести переговоры с бизнесом, который приходил на территории коренных народов и, в общем, нарушал права коренных народов. Но в 2013 году фонд Ботани вынужден был заняться, я беру в кавычках, политическими вопросами, то есть правозащитными вопросами, это вопросами прав на землю, природные ресурсы, самоуправление, в связи с тем, что как раз именно начиная с 2013 года, когда сменилось руководство в райконе, райкон перестал заниматься защитой прав коренных народов, а стал такой организацией, которая занималась самодеятельностью, да, песнями, плясками и танцами. В 2016 году Минюст России признал фонд Ботани иностранным агентом. Но против ряда сотрудников были возбуждены уголовные дела. В 2016 году Московский суд ликвидировал фонд Ботани по заявлению Минюста как якобы злостного нарушителя российского законодательства. Здесь вот тоже фотографии, которые вот, вы видите. Да, в Минюсте сказали, сидели бы в тундре. Это реально, да, это реальные слова были, да, которые произнес представитель Минюста на суде, когда шло судебное заседание. И да, вот представитель Минюста сказал, что вот понаехали сюда, в Москву, лучше бы сидели в тундре. Да, и вот история райпон, история уже с 2013 года, да, по началу войны. Да, райпон, начиная с 2013 года, превратился в такое орудие правительства для подавления инакомыслия, для преследования людей из числа коренных народов, лидеров коренных народов, которые не были согласны с политикой правительства России и так далее. И вот здесь я описываю, да, что писали доносы, то есть и сейчас продолжают это делать. Исключили из состава райком независимых лидеров в 2013 году практически всех. И вот справа видите фотография, это фотография со съезда оленеводов России, который был в Якутске. И этот съезд, тогда еще пресса могла более-менее писать открыто,
этот съезд был назван съездом молчащих, потому что на этом съезде чиновники начали продавливать свои решения, стали избирать в органы власти Союза оленеводов России представителей правительства, а не представителей оленеводов. И когда оленеводы поняли, что абсолютно невозможно, бесполезно что-либо говорить на этом съезде, они приняли решение замолчать. И практически все делегаты съезда молчали на этом съезде, выступали в основном чиновники. Да, ну вот представители райпон на верхней фотографии. Это люди, которые вот ездят на международные форумы. Это фотография, кстати, с КОПа, с конференции сторон по климату, которая была в прошлом году, кажется, в Дубае. Вот эта делегация райпон, которая ну, реально, да, следит, докладывает, пишет доносы на людей из числа коренных народов, которые приезжают на эти международные мероприятия вне делегации райпон. И здесь я также хотел подчеркнуть, что Россия внедряет своих людей, ну, имея в виду, конечно, правительство России, международные структуры. В настоящее время, например, в ООН, в экспертном механизме таким человеком является Горбунова. Она сама представитель коренного народа ненцев, но вот она работает на правительство России, зарплату фактически получает от Норникеля, да, и вот всю пропаганду, которая вот пытается проводить правительство России, она все это выносит от имени коренных народов на международных площадках. Я, кстати, могу сказать, что я недавно получил информацию, что состоялось внутреннее заседание райпон и представителей правительства России. Там был Баринов, был представитель правительства России господин Шестаков. Он представляет правительство России в Конвенции по биоразнообразию. И вот на этой закрытой встрече, которую, кстати, вот, в которой принимала участие также госпожа Горбунова, вот, господин Цикарев, речь шла в том числе о репрессиях против двух людей. Да, то есть и это шел разговор между Бариновым и Шестаковым, да, что вот этих двух людей нужно наказать. Я сейчас не буду называть их имена и фамилии, чтобы не привлекать больше внимания, да, но при этом все вот эти представители райпон молча кивали головой, понимая, да, что для этих людей может, к сожалению, все плохо закончиться. Но вот они сами участвуют, в принципе, вот в этих преследованиях и репрессиях. Да, здесь вот тоже внизу фотография. Маркос Дора, наш коллега вот, по Международному комитету, который вынужден был убежать из России, уехать из России за то, что против него возбудили дело. И именно райпон, да, это все дело инициировал против Марка, потому что Марк выступил против, когда началась война в Украине, когда Россия напала на Украину, Марк был студентом, и он выступил против этой войны, да, и вот из-за этого он вынужден был покинуть Россию. Ну вот это фотографии вот, так называемых лидеров райпона, да, часть из них являются военными преступниками, потому что они являются членами российского парламента и голосовали за начало военных действий в Украине. Но я хотел подчеркнуть, что ООН является одной из сжавшихся, да, на международном уровне площадок для правительства России, где правительство, используя райпон, пытается продвигать как раз свои интересы и так далее, рассказывает сказки о том, как хорошо живется в России коренным народам, как Россия защищает права коренных народов и так далее. Ну и вот у меня был курс лекций в рамках вот, лекций по Сибири в Дартмус-колледже, и один из студентов сделал проект, он проанализировал сайт Райпон, что из себя представляет сайт Райпон, и
я сейчас точно не помню данные, кажется, 95% всей информации, которая выкладывается на сайте Райпон, она касается как раз вот этих песен, плясок, фестивалей и прочее. Да. Ну и я хотел бы рассказать о Международном комитете коренных народов России. Может быть, вот моя коллега Яна еще тоже потом дополнит. Наш комитет был создан после начала войны, когда мы узнали о том, что Райпон поддержал эту войну, что голос якобы коренных народов России был за войну, и мы приняли решение, я имею в виду мы, это люди, которые вынуждены по тем или иным причинам покинуть, уехать из России. Мы приняли решение объединиться и создать свою организацию с тем, чтобы мир, да, окружающий мир слышал не только голос вот тех людей, которые пляшут под дудку правительства России, но и тех людей, которые считают, что война – это несправедливая, да, что Россия ведет несправедливую войну, и чтобы голос коренных народов также был слышен на международных площадках и вот в таком ракурсе. И в последнее время мы ведем большую работу по информированию общественности о влиянии войны на коренные народы России. Мы продолжаем борьбу с российской пропагандой, в первую очередь на площадках ООН, где как раз вот представители Райпона рассказывают, то есть говорят ложь. Да, ну вот как раз это вот фотографии, которые показывают, да, как члены нашего комитета, да, вот ведут борьбу с этой пропагандой. Здесь Яна, Дмитрий Бережков, да, поддерживает представителя крымских татар, который выступает с заявлением на сессии экспертного механизма ООН. Вот одна из фотографий вот слева вверху, это как раз когда после выступления Яны на нее пытался нападать вот этот представитель слева правительства России, да, там кричал, орал, и я могу сказать, что вот люди, которые рядом с Яной, это вот они как раз услышали, что происходило, и подсели специально, подсели к Яне, чтобы поддержать ее. Ну и еще хотел бы сказать о декларации острова Оркас. Прошла в апреле этого 2025 года первая встреча представителей коренных малочисленных народов и российской оппозиции на земле народа Лами. Здесь вот многие, некоторые из участников нынешнего вебинара принимали участие в этой встрече и писали декларацию острова Оркас, заявление о примирении и уважении. Я думаю, что если кому будет интересно, вы можете ознакомиться с ней, почитать. Она есть на сайтах разных в интернете. И я могу сказать, что и вот как раз АДЦ «Мемориал» это подчеркнул, да, что эта декларация является очень важным документом, в котором признаются вот те деяния, которые совершала, да, Россия, связанные, например, с колонизацией и так далее, и так далее, и то, что, к сожалению, в России является запретной темой. Вот спасибо за этот доклад. Конечно, это очень грустная эволюция, которую вы нам сейчас рассказали, от бурного развития коренного движения в 90-е и нулевые годы, затем усиление репрессий и внедрение вот таких гонго-активистов в коренное движение и даже уже на международном уровне. И тем важнее, конечно, деятельность таких организаций, как Международный комитет коренных народов России, и важнее значение таких инициатив, как Декларация острова Оркас, как действительно приглашение к взвешенному и такому нормальному диалогу по вопросам прав коренных народов. Большое спасибо. Сейчас я хочу передать слово Яне Танагашевой, тоже активистке Международного комитета коренных народов России, нашей давней коллеге и другу. Пожалуйста, Яна, она расскажет об усилении представительства коренных народов в органах ООН. Пожалуйста. Приветствую всех.
Я постараюсь очень кратко и продуктивно выступить. Моя тема сегодня, наверное, касается больше международного участия коренных народов в структуре ООН, а именно тема, которая достаточно новая, наверное, для российских коренных, это усиление участия коренных народов в работе ООН. Но прежде всего, перед тем, как рассказать о координационном, например, органе коренных народов, я бы хотела очень кратко рассказать в целом о механизмах ООН, которые работают в целях защиты прав коренных народов на международной площадке, как ООН. Итак, усиление участия коренных народов. Сегодня существует такой орган, который называется Indigenous Coordinating Body, ECB, координационный орган коренных народов, цель которого создание нового и отдельного статуса для коренных народов в системе ООН. В этот координационный орган входят представители коренных народов из 7 социокультурных регионов. В целом, если вы знаете, коренные народы представляют в ООН именно 7 социокультурных регионов. Это Африка, это Арктика, это Азия, это Латинская Америка, Центральная Америка и Карибские острова, это Пацифик, Тихоокеанский регион. И наш регион называется Восточная Европа, Российская Федерация, Центральная Азия и Закавказье. Мы как представители коренных народов России, представляем вот именно этот регион. И в этот координационный орган входят и представители нашего региона. Основным представителем является Дарья Егерева, она представитель Селькупов, участвует в работе, интенсивно участвует в работе этого органа. Я являюсь альтернативным членом этой группы, этого органа. Итак, если коротко о том, с чего же началась история коренных народов в работе вот именно в ООН, всегда вот именно этот координационный орган и в целом все коренные народы рассказывают историю, то есть начало участия коренных народов в ООН. С чего началось? То есть в 1923 году представитель народа Хаудесауни, Дискахи, приехал в Женеву, в 1923 приехал в Женеву, чтобы поведать о нарушениях прав своих народов, там несколько племен. И за несколько месяцев до своей смерти в 1925 году он выступил с речью по радио в штате Нью-Йорк и сказал, что это, вот я уже не буду читать эту всю цитату, но он сказал, что этот рассказ, он надеется, что вот он поведал там историю о нарушениях прав в Женеве, и тем самым это был самый первый представитель, который принял участие вот именно в ООН, или тогда Лига наций, да, была. И вот он очень надеется вот, и говорит, что эта лига все еще жива и делает все возможное, чтобы защищать права иракезов, жить по своим законам на тех небольших землях, что у них еще остались, поклоняться своему великому духу так, как им нравится, и пользоваться правами, которые им принадлежат, не менее чем права белого человека принадлежат ему самому. Далее, конечно, то есть через несколько лет в ООН приехал представитель народа маори, и затем такое началось как бы принятие участия коренных народов, не активное, но это очень длительный процесс, потому что ООН это не быстрый процесс, мы знаем это, мы видим это по принятиям решений, по резолюциям, по разным заключительным замечаниям. Это очень длительный процесс, мы работаем на долгосрочную перспективу. Что же было за эти годы создано, то есть уже, да, получается, более 100 лет. Вот эта фотография как раз Женевы в 2023 году, было празднование с того времени, вот столетие празднования, когда Дискахи прибыл в Женеву. Перейду к следующему слайду.
какие механизмы ООН были созданы коренными народами, как коренные народы продвигали свои права. Конечно, сначала были созданы рабочие группы по вопросам коренных народов, которые работали над созданием экспертного механизма по правам коренных народов, над созданием постоянного форума. Был создан такой мандат спецдокладчика по вопросам коренных народов. И, конечно, более активное участие коренные народы стали принимать в 80-х годах. И вот в 90-х годах присоединился Райпон, и, конечно, представители нашего региона также участвовали над декларацией ООН по правам коренных народов, которая была принята в 2007 году. Это один из основных документов для глобального движения коренных народов. Также существует в ООН и добровольный фонд ООН для коренных народов. Это тот фонд, который поддерживает участие представителей коренных финансово и морально тоже, потому что это на протяжении всех сессий, то есть сессии, они, конечно, очень дорогостоящие, можно сказать, а люди приезжают, коренные приезжают из отдаленных регионов, и, естественно, им нужна поддержка. Для того, чтобы понимать в целом, как работает эта структура ООН, как в целом использовать эти механизмы, как подавать жалобы, коллективные жалобы, как использовать эти мандаты. Существует стажировка ООН для коренных народов также, куда тоже проходит такой отбор, ежегодная стажировка в течение месяца, которая проходит в Женеве, и вот ранее тоже проходила и в России такая стажировка, сначала в Москве, а затем вот тоже в Женеве. Вот каждый год разное количество участников было. Я проходила эту стажировку в 2017 году, и тогда уже было достаточно сложно мне. Я единственная из всех участников, из всех стажеров, не пошла в посольство ООН, в посольство Российской Федерации при ООН, в миссию Российской Федерации. На что потом, конечно, было очень много комментариев со стороны Российской Федерации. И, в общем-то, на тот момент было, конечно, мне тоже морально тяжело. То есть я тогда приняла решение не ступать ногой на территорию этого посольства. Далее, вот какие еще механизмы мы можем использовать как коренные народы? Это есть договорные органы, то есть разные комитеты, там 10 комитетов, да, в которые имеют определенные конвенции, и эти конвенции Российская Федерация, и другие, конечно, страны ратифицировали или не ратифицировали. Существуют также спецдокладчики ООН, разные спецдокладчики. Вот вы, наверное, многие уже знаете, что есть спецдокладчик теперь по правам человека в Российской Федерации, Марианна Кацарова. Мы, как коренные народы, также тесно сотрудничаем со спецдокладчиком по вопросам прав коренных народов. И есть спецдокладчики по изменению климата, по окружающей среде, благополучию окружающей среды, простите, я сейчас тороплюсь, да, и мы также перейдем вот к следующему механизму, это универсальный периодический обзор, который тоже страна проходит, отчитывается каждые 4 года в ООН. Коренные народы активно участвуют в форуме по бизнесу и правам человека, а также существуют конференции по биологическому биоразнообразию, конференции по изменению климата, это КОП. Вот осенью состоится очередной КОП в Бразилии. Далее, с чего началось усиление участия? Я уже рассказала, что вот да, история началась 100 лет назад, но активно, если взять, например, Всемирную конференцию по вопросам коренных народов, которая прошла в 2014 году, был принят итоговый, очень сильный документ, очень важный тоже документ для коренных народов, который содержит рамки для признания и реализации прав коренных народов. И вот опираясь на этот документ и опираясь на параграф 10 в теме 2 этого документа, очень отчетливо подчеркивается
Генеральной Ассамблеи, то, что нужно установить как бы новый отдельный статус для представительных институтов коренных народов в системе ООН, позволяющего им в полной мере участвовать в ее процессах и принятии решений. О чем этот будет статус, я расскажу позже. Также были приняты ряд резолюций, которые тоже нацелены на расширение участия коренных народов в заседаниях ООН, включая Совет по правам человека. И о чем же этот юридический статус при СПЧ? Над чем мы сегодня работаем? То есть, во-первых, вы знаете, что коренные народы для того, чтобы зарегистрироваться и участвовать в той или иной сессии ООН, должны пройти определенную процедуру регистрации или процедуру аккредитации. И раньше можно было участвовать только с консультативным статусом ЭКОСОС. То есть организация должна иметь определенный, поддержанный там ООН, консультативный статус ЭКОСОС. Это очень сложный процесс. На сегодняшний день что добились коренные народы? Коренные народы могут принимать участие как именно представители коренных организаций. То есть есть такая графа при регистрации не НПО, не неправительственная организация, не ЭКОСОС статусом, а именно как Indigenous Peoples Organization. И это очень важно, это намного упрощает наше участие в разных механизмах ООН. Также мы работаем над тем, чтобы при СПЧ или на сессиях СПЧ Совета по правам человека мы могли на уровне государства, на уровне неправительственных организаций принимать участие. То есть мы могли бы подавать письменные заявления, иметь гарантированные места в зале, участвовать во всех сессиях СПЧ и мероприятиях. То есть и мы обязательно делаем уклон на том, что механизм аккредитации должен быть управляем самими коренными народами, а не государствами или ООН. И основывается это все на праве на самоопределение и самоидентификацию. Я приведу пример. В прошлом году я впервые приняла участие в сессии СПЧ, в некоторых интерактивных диалогах и работе над резолюциями. И скажу, что впервые именно в прошлом году представителю коренных народов можно было зарегистрироваться на сессию СПЧ не как НПО, а именно как Indigenous Peoples Organization. Это было принято только вот впервые вот в прошлом году. Но при этом есть ограничения. То есть я была на интерактивном диалоге с Марианной Кацаровой, и вот ограничение как раз моей аккредитации говорило о том, что мне, как представителю коренного народа, не могут дать слово. То есть я даже в список не могла попасть на выступление. И там были только списки, вот государства могли участвовать, и только неправительственные организации, которые имеют статус ЭКОСОС. Вот в этом плане это еще ограничение. И мы, как коренные народы, работаем над тем, чтобы это ограничение снять и убрать, чтобы мы наравне со всеми могли высказывать свое мнение, выступать со стейтментами. Это одно, но при этом есть плюс, что мы, как коренные народы, получив аккредитацию, мы можем принимать участие и говорить, имеем право голоса только на интерактивных диалогах с экспертным механизмом, и с постоянным форумом и спецдокладчиком. Вот только со своими механизмами, с коренными. То есть это тоже очень важно знать. Это специфика, конечно, вся ООН. Может быть, я сейчас перейду к определенному кейсу, кейс Казаса, который был очень такое резонансное дело, дело которого дошло до Комитета по ликвидации расовой дискриминации. Также хочу сказать, что вот рекомендации были опубликованы в отношении моего народа, восстановить все права шорского народа, это тоже очень важно. Я хочу сказать, что 8 сентября 2025 этого года уже обзор России состоится на Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным правам. И сегодня очень важно подать альтернативную информацию в этот комитет. Подача альтернативных докладов, дедлайн 8 августа. И если у вас есть какая-либо информация, мы с АДЦ «Мемориал» и с Институтом экологии и антропологии в действии и Международный комитет коренных народов, мы подаем совместный альтернативный доклад. Вы также можете, как сами отдельно организации, подать альтернативные доклады, также можете подать совместно с кем-то. В общем, это очень важно. Чем больше будет докладов, тем больше
как бы будет информация альтернативная о том, что действительно нарушение прав в России есть. Если не будет этих докладов, не будет информации, то значит все гладко и чисто, как Россия это, в принципе, и преподносит потом на заседании. Все, это моя закончилась. Да, Яна, большое спасибо. Да, спасибо Международному комитету за то, что мы имеем возможность так плодотворно сотрудничать и подавать альтернативные материалы в различные международные органы. Это действительно очень важно. Сейчас я хотела бы предоставить слово Максиму Оленичеву. Это юрист по правам человека, который имеет опыт защиты прав коренных народов на землю, и мы попросим его осветить специфические вопросы именно земельных прав. Макс, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое, добрый вечер. Рад видеть, кого знаю, кого не знаю. Тема моего выступления касается прав коренных народов на землю в России. И здесь необходимо, конечно, говорить как о международных требованиях, так и о российском законодательстве и практике его применения. Собственно говоря, вокруг этих опорных точек будет сосредоточено мое выступление. Как Ольга уже сказала в самом начале выступления, существует Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Она была принята в 1989 году Международной организацией труда. И с 1991 года она вступила в действие. При этом конвенция до сих пор не подписана и не ратифицирована в России, но она, как один из основных конвенционных документов, дает нам некоторые определения и опорные точки, каким образом международное сообщество подходит к тому, чтобы определить право на землю коренных народов. В частности, статья 14 говорит о том, что за соответствующими народами признается право собственности и владения на земле, которые они традиционно занимают, а государства в рамках национальной правовой системы должны устанавливать соответствующие процедуры, определяющие возможность реализации этого права. Напомню, что Россия, конечно, не подписала, не ратифицировала, и несмотря на то, что уже прошло 35 лет с момента подписания этой конвенции и 3-4 года с момента ее вступления в силу, мы на текущий момент имеем только 24 ратификации от 24 государств. И если мы посмотрим вот слева на слайд на те государства, которые ратифицировали и применяют эту конвенцию, то из стран с Евразии мы увидим достаточно мало таких стран. Последняя страна, которая присоединилась к этой конвенции, это Германия. И некоторые страны, они предусматривают возможность действия конвенции на территории всех своих земель контролируемых, а только в отношении некоторых. Поэтому сама конвенция, она хоть и является определяющим документом, но только очень малое количество стран использует ее как акт прямого действия в своих национальных правовых системах. При этом, что с Россией происходит? В России субъектами права собственности на землю коренные народы не являются по российскому законодательству, в отличие от конвенции, на которую я ссылался. Но является как раз субъектом права на собственность на землю в соответствии с гражданским законодательством государства, муниципальное образование, юридические лица и физические лица. Собственно говоря, это и определяет в целом проблематику того, как коренные народы могут с помощью существующих в России легальных механизмов получить права на землю. Об этом сейчас я хочу дальше и рассказать. Но перед этим еще хочу сослаться на Декларацию Организации Объединенных Наций по правам коренных народов, которая сегодня уже тоже звучала. И декларация, хоть и не является документом обязывающим, является документом ориентирующим о том, как должно развиваться международное законодательство и применяться различные конвенции, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт о социальных и экономических правах, которые ратифицировала Россия и обязана исполнять, то в данном случае как раз декларация ориентирует на то, что коренные народы имеют право на земли, на территории и ресурсы, которыми они владели или которыми они традиционно занимались или иным образом использовали. И в российском законодательстве также не до конца, к сожалению, эта норма реализуется, и существуют некоторые проблемы, о которых также скажу. Также существует практика комитетов. Я вам расскажу только очень кратко про два соображения.
комитетов, которые в своей практике реализуют принцип необходимости защиты прав коренных народов. В частности, Комитет ООН по правам человека 4 года назад принял соображение, где указал, что если осуществляется какая-либо хозяйственная деятельность на территории проживания коренных народов, то должно быть осознанное согласие коренных народов на такую деятельность. Мы сегодня об этом практически не говорили, но мне кажется, это прям очень большая отдельная тема, каким образом это согласие дается, каким образом оно реализуется, в том числе на территории России. И Комитет ООН по правам человека не просто так эту рекомендацию принял в рамках конкретных соображений, но также сослался на статью 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая говорит о том, что никто не может вмешиваться в личную и семейную жизнь и так далее. И в данном случае как раз мы видим классическое толкование Международного пакта о гражданских и политических правах, который был принят уже больше 70 лет назад, но в данном случае мы видим, каким образом декларация о правах коренных народов, она влияет в том числе на практику Комитета ООН по правам человека. Получается такой интересный симбиоз и взаимовлияние. Другая рекомендация, она касается Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, который мандат также Российская Федерация признает. И в рамках этого комитета существует отдельная общая рекомендация, которая определяет, каким образом необходимо рассматривать индивидуальные сообщения, которые поступают в комитет. И комитет должен исходить из того, что коренные народы имеют право владеть, обустраивать, контролировать и использовать свои земли. То есть в целом как раз соответствует той международной практике, которая развивается и в рамках других комитетов и в документах ООН. В России увязка с гарантиями и с определенными правами для коренных народов, она, как уже Ольга сказала в начале сегодняшней нашей встречи, она связана именно с малочисленными коренными народами, их всего 54 в России, и, собственно говоря, 40 определены для территории всей России и 14 как малочисленные народы Дагестана отдельным постановлением, о чем мы сегодня говорили. И вот только вот эти малочисленные коренные народы имеют те льготы и права и возможности, которые представляются российским законодательством для коренных народов. Если коренные народы численностью больше 50 тысяч человек, то специальных прав на землю у таких людей, к сожалению, нет. Каким образом реализуются права коренных народов на землю в России? Ну, можно в общем порядке реализовать эти права в рамках аренды и собственности, что совершенно разрывает тот подход, который необходимо применять при правах коренных народов на землю, поскольку коренные народы по-другому относятся к той земле, на которой живут, и имеют право полностью пользоваться ей. Российское законодательство в данном случае предусматривает две возможности в рамках законодательства о коренных народах, когда можно предоставить безвозмездное пользование земельным участкам, либо общинам, либо лицам из числа коренных народов. Значит, во-первых, первое условие заключается в том, что безвозмездное пользование можно только в местах традиционного пользования, и они также определены соответствующим нормативным актом. Я на следующем слайде эти места традиционного пользования покажу. И по решению органа власти. Но разница заключается в том, что можно с представлением земельного участка пользоваться, допустим, для выпаса не знаю, там, оленей, кого угодно. И в данном случае здесь можно земельный участок и не оформлять. Либо с представлением конкретного земельного участка. Если представляется земельный участок, то существует большая проблема, что он представляется только на срок не более 10 лет, и если есть потребность в строительстве капитальных зданий и сооружений. Если такой потребности нет в строительстве капитальных зданий и сооружений, то в данном случае безвозмездно земельный участок может быть предоставлен, не может быть предоставлен, может быть только в аренду либо в собственность предоставлен. А если капитальное строение строить не нужно, то в данном случае можно пользоваться землей без предоставления земельного участка, но по решению органа власти, который распоряжается этой землей. В частности, места традиционного пользования, они определены в распоряжении правительства. И вот, допустим, по Республике Карелия мы видим это Прянижский только муниципальный район, традиционное место проживания для вепсов. В Алтайском крае также у нас есть 3 района. Ну и в Кемеровской области выделено несколько районов. Один из них – это Штагольский муниципальный район. И вот те населенные пункты, которые вы видите на слайде, ради примера я это и привел.
И каким образом можно сравнить вот эти два режима представления земельных участков, то есть пользования земельных участков с представлением земельного участка и без. Если представляется земельный участок, то всегда эта история завязана на капитальные строения, о том, что необходимо их строить, и при этом только на срок не более 10 лет. А если срок 10 лет истекает, необходимо оставить вопрос о новом решении о представлении земельного участка на 10 лет, то есть, по сути, о продлении этого срока. Ну и есть правовая защита, поскольку представляется земельный участок в рамках конкретных границ, как правило, и поэтому здесь есть некоторая правовая защита. Но часто реализуется принцип пользования безвозмездного земельным участком, либо земель без предоставления земельного участка. То есть орган власти решает, что общины либо лица из числа коренных народов могут пользоваться конкретными землями в определенных целях, которые связаны с традиционным образом жизни. И в этом случае строить никакие капитальные строения нельзя, но плюсы заключаются в том, что это бесплатное пользование, оно может быть бессрочное. Ну, здесь мы видим еще, кстати, и большую проблему с тем, что в данном случае, если земельный участок не представляется, но пользоваться можно конкретными землями для традиционного образа жизни, то в данном случае нет правовой гарантии, то, что эти земли не изымут, если придет какой-нибудь человек в рамках закона о дальневосточном гектаре. И в данном случае, поскольку право пользования безвозмездного земельным участком осуществляется без представления земельного участка, то и только в местах традиционного пользования, то такой земельный участок, как правило, может быть не выделен в натуре, не поставлен на кадастровый учет, хотя разные случаи есть. И если придет инициатор, который потребует представления себе земельного участка в рамках конкретных границ до 1 гектара в рамках закона о дальневосточном гектаре, то из безвозмездного пользования земельным участком эту территорию изымут и предоставят как раз вот этому инициатору, который хочет получить в рамках закона о дальневосточном гектаре часть земель, которые предназначены для использования коренными народами. И вот дальневосточный гектар определены также земли, здесь исчерпывающий перечень, 18 регионов. И есть проблема, когда места традиционного пользования и территории в рамках закона о дальневосточном гектаре, они могут совпадать. И в данном случае как раз могут быть проблемы, то, что изначально было решение о представлении земельного участка общинам коренных народов или лицам из числа коренных народов, но затем этот земельный участок может уменьшаться, потому что поступит заявление от заинтересованного лица о представлении участка в рамках закона о дальневосточном гектаре, он представляется в пользование в безвозмездное этому лицу сроком до 5 лет, до 1 гектара, и за полгода до истечения этого срока гражданин вправе подать заявление на оформление бесплатно в собственность этого земельного участка, либо в аренду. Собственно говоря, здесь вот мы видим о том, что нет приоритета прав коренных народов в местах традиционного пользования на пользование этой землей, поскольку любое лицо в рамках законодательства на дальневосточном гектаре может этот кусочек земли отщепить для собственных целей и даже получить в собственность. Бесплатно то, что невозможно для представителей коренных народов получить в собственность бесплатно земельный участок, поскольку российское законодательство именно по такому критерию не представляет такую возможность. Ну и кто может быть пользователем земельных участков? Это общины, либо физические лица, относящиеся к коренным народам. Как видим, здесь нет права собственности всего коренного народа или отдельных коренных народов на землю, как это требуют международные правовые акты. Еще важные выводы. Россия не признает право собственности на землю за коренными народами. Более того, в Земельном кодексе установлен законодательный запрет на предоставление в бессрочное постоянное пользование конкретных земельных участков в случаях, которые не установлены в Земельном кодексе. И, к сожалению, для представителей коренных народов нет такого права получить именно конкретный земельный участок в рамках конкретных границ бессрочное постоянное пользование. Можно получить без предоставления земельного участка право пользования конкретными землями. Вот конкретный земельный участок в конкретных границах получить бессрочное постоянное пользование нельзя, потому что этот случай в Земельном кодексе не установлен. И общины и люди из числа малочисленных коренных народов именно по принадлежности к коренным народам малочисленным могут стать собственниками земли только на общих основаниях, как и любые другие лица, которые не относятся к малочисленным коренным народам. И это вот большие проблемы, которые есть в нашем законодательстве. Также, если кратко, наверное, расскажу про территории традиционного природопользования. Это специальные охраняемые природные территории, которые создаются как раз для ведения
традиционного образа жизни коренными малочисленными народами. И использование в других целях этих территорий невозможно. Конечно, существуют такие территории, допустим, в Ямало-Ненецком автономном округе, и они там есть, но на территориях других субъектов возникают часто проблемы в создании таких территорий, которые предусматривали бы возможность создания территорий традиционного природопользования, которые предназначены для предоставления земель для коренных народов, для их использования. Значит, и в данном случае возникает такая проблема, что даже если территория традиционного природопользования создана специально для ведения традиционного природопользования для коренными народами, то государство все равно может изъять землю из этого территории традиционного природопользования, если есть государственная нужда. Но выплатить компенсацию, по поводу компенсации можно отдельно обсуждать, потому что там достаточно мизерные компенсации, но здесь тоже как бы нет полноценной защиты. И буквально несколько кейсов, которые связаны с применением этого законодательства, про которое я говорил. Во-первых, хотел бы рассказать про кейс территории традиционного природопользования Шори, который сегодня уже упоминался, кейс по поводу защиты шорцев на землю. Не так давно несколько организаций, объединяющих коренной народ, обращались к губернатору Кемеровской области с обращением с тем, чтобы была создана территория традиционного природопользования для шорцев Шори, в рамках которой территории можно было представлять земельные участки шорцам для ведения традиционного образа жизни. И губернатор перепоручил ответить департаменту в своей администрации, и департамент сказал, что мы сейчас пока что не приняли решение, вот мы сейчас готовим некоторые изменения в законодательство, вы подождите, если их примут, то, может быть, мы потом будем решать вопрос, создавать эту территорию традиционного природопользования или нет. И организации, которые обращались с заявлением о создании территории традиционного природопользования, они обратились в суд за защитой своих прав. И суд сказал, поскольку госорган не принял отказ о создании такой территории, то у вас нет предмета для обжалования. Сидите и ждите, когда госорган захочет как-то выразить свое мнение. Отказать в создании территории, либо создать такую территорию, и тогда ваши права в данном случае нарушены не будут. И суд здесь, конечно, на мой взгляд, манипулировал фактами и основаниями иска, поскольку инициаторы обжаловали бездействие по несозданию территории традиционного природопользования, а суд рассматривал иск о том, что как будто бы правительство отказало в создании такой территории. Это разные правовые категории. И в данном случае вот мы видим некоторое манипулирование правом, которое существует. Другой кейс Хакасию хочу привести как пример успеха. И вот эти вот правовые кейсы, я хотел бы сделать маленький дисклеймер, они невозможны без большой общественной кампании. Когда ведется большая адвокационная кампания, просветительская кампания, когда люди выступают в защиту своих земель, и правовые способы, они выступают только как один из необходимых элементов комплексного решения этой проблемы. И в Хакасии, как вы помните, была тоже изъятие земель для государственных нужд, для добычи угля частной компании. И в рамках этого подхода государство всегда говорит, вот мы хотим развивать угольную отрасль, сами мы уголь добывать не будем, но мы изымем у вас, у частных лиц, земли, которые вы используете для сельскохозяйственного назначения, но мы передадим их частной компании. И она будет зарабатывать на том, что будет разрабатывать уголь, а вам выплатят компенсацию стоимости этого земельного участка. И в данном случае, конечно, и компенсации не соразмерные абсолютно, потому что эти деньги купить другой земельный участок невозможно. Ну и с другой стороны, таким образом государство действует не в собственных интересах, а в интересах, конечно, бизнеса, игнорируя интересы людей. И в Хакасии удалось оспорить предоставление как раз этих земельных участков частной компании для разработки угля. Это частая проблема в Сибири, к сожалению. Но, опять же, опираясь не на законодательство о коренных народах, а используя градостроительное законодательство, когда было выявлено, что неправильно были переведены земли, их назначения, сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, потому что не были внесены изменения в генеральный план. И здесь мы видим о том, что законодательство о коренных народах здесь не применено, но было применено другое законодательство, которое именно в данном конкретном случае позволило добиться успеха. Третий кейс, он связан с Куштау. И здесь была, как вы помните, большая общественная кампания.
И решение суда также было по этому делу, но оно стало возможным тоже только благодаря большой общественной кампании. Значит, в чем заключалось решение суда? Организация обратилась в арбитражный суд с требованием запретить сырьевой компаниям разрабатывать одну из частей территории Куштау. И эта компания планировала разрабатывать соду, но буквально за несколько месяцев до представления этого земельного участка было проведены научные обследования, которые выяснили, что 35 видов животных, растений и грибов занесены в Красную книгу. Дальше был земельный участок предоставлен как раз вот этой компании, акционерному обществу, для исследования и разработки полезных ископаемых на территории Шихана Куштау. И после того, когда этот земельный участок был предоставлен, на основании данных обследований 2019 года под давлением общественности правительство Башкортостана приняло постановление о том, что Куштау является памятником природы, то есть является охраняемой территорией, и поэтому разработка его невозможна. И таким образом только и удалось через законодательство об охране окружающей среды сохранить как раз вот этот вот Шихан Куштау. И опять же, здесь нет никаких вопросов применения законодательства коренных народов. Хотя мы видели о том, что Куштау все-таки является священным местом для башкир и является частью их мифологии, которая связана вообще с существованием самого народа. Ну и последний пример, и я заканчиваю. Хочу привести пример по поводу Кемеровской области. Он не касается коренных народов, но он касается создания некоторых прецедентов, которые можно использовать в российском законодательстве. В 2018 году нам удалось впервые добиться решения районного суда о том, что разработка угля и изъятие земель для этих целей не является государственной нуждой. Опять же, была та же самая схема применена, которая очень часто применяется в Сибири для разработки угля. Когда государство, Российское агентство по недропользованию, принимало приказ о том, чтобы изъять у частных лиц земельные участки, которые использовались ими для сельскохозяйственной продукции, ее изготовления, и Роснедр говорили о том, что сельскохозяйственная продукция не важна, важно разрабатывать уголь. И рядом существовало уже несколько карьеров, которые были заброшены и недоиспользованы по разработке угля. И жители возмутились и с нашей помощью обратились в суд. И суд рассматривал дело полгода и в конце концов принял решение о том, что государственной нужды нет, потому что потребность в использовании земель для сельскохозяйственной продукции выше, чем для разработки угля в данном случае. И, соответственно, признал эти приказы Роснедр незаконными. Но, опять же, всему этому способствовала большая общественная кампания, возмущение местных жителей, обращения, митинги и так далее. И правовой инструмент здесь стал только частью той стратегии, которая тоже привела к этому успеху. На этом я хотел бы закончить. Большое спасибо, Максим. Это очень интересно. И что касается случаев в Башкортостане, наверное, законодательство о коренных народах в его существующем виде не могло там быть применено, поскольку башкиры не считаются коренным малочисленным народом, а напротив титульный, так сказать, народ. Хорошо, я вижу несколько вопросов в чате, предлагаю начать с конца, то есть выступления Макса. Значит, к вам два вопроса. Может ли представитель коренного народа оформить землю как дальневосточный гектар? И второй вопрос. Значит, какие риски вы видите в новой практике, когда землю раздают ветеранам, то есть участникам агрессии против Украины, как, так сказать, ветеранам так называемой СВО, то есть фактически бывшим или настоящим военнослужащим, которые ведут эту преступную войну? Пожалуйста. Да, я думаю, что практика применения будет примерно такая же, как и по закону о дальневосточном гектаре, потому что нет никаких ограничений и приоритета прав коренных народов на использование земель, если туда придут ветераны войны России в Украине, которые потребуют себе эту землю для использования, а затем для передачи в собственность. То есть, по сути, государство не ставит возможности какой оценки интересов коренных народов и других категорий, которым землю государство хочет предоставить. И в данном случае я думаю, что здесь могут быть как раз те кейсы, которые связаны с неучетом интересов коренных народов и предоставления этих земель так называемым ветеранам войны России в Украине. И, конечно, здесь в большей части политический аспект, потому что
война, она изменила, по сути, очень многие наши социальные отношения в России, и власть всячески поддерживает тех, кто участвует в войне, и приводит репрессии в отношении тех, кто войну не поддерживает и, более того, свободно высказывается по этому поводу. И в данном случае, конечно, это все возможно. Тут, кстати, вот я вспомнил одну историю, когда началась мобилизация в 22 году, вы, наверное, помните, вепсы, коренной народ Карелии, когда их пришли мобилизовывать на войну в России. И там всего 3 поселения в Карелии существует вепских. Мужчины, которых должны были мобилизовать, они просто ушли в лес. И мобилизовать их тогда, собственно говоря, не смогли. И как раз коренные народы в данном случае, на мой взгляд, уже другие креативные формы тоже используют для того, чтобы не участвовать в этой войне и выразить свой протест. Таким образом, но российские власти, к сожалению, поддерживают тех, кто участвует в агрессии, представляя им льготы и возможности, которые необходимо направлять в другое русло. Ну, вот мое субъективное мнение такое. А что касается дальневосточного гектара, могут ли его оформить представители коренных народов? Да, могут оформить, на это никаких ограничений нет, но здесь вопрос встает в том, что необходимо эту процедуру запускать, то есть ее нужно знать и нужно ее сопровождать, потому что, опять же, здесь мне кажется, что люди очень по-разному могут относиться к этому законодательству. Во-первых, нужно знать, как закон функционирует, а во-вторых, ну, коренные народы, они и так живут на своей земле. И здесь, мне кажется, есть еще вопрос просто отношения к тому, что обязаны ли они оформлять свои права на землю, которые требует от них российское государство, когда испокон веков жили на этой земле, спокойно и пользовались, пользуются до сих пор, допустим, когда выпасают животных, и не оформляют эти права на землю. И в целом законодательство не всегда этого и требует. И здесь, мне кажется, вот вопрос сам того, что либо оформить эту землю как дальневосточный гектар, то есть до 1 гектара, и потом перевести ее в собственность, и тогда этим заняться, либо вот находиться в рамках того подхода о том, что коренные народы и так имеют право пользоваться этой землей. Ну, со своей стороны, я должна сказать, что были даже призывы со стороны местных активистов коренных малочисленных народов к своим соплеменникам, что давайте берите эти гектары, каждый член семьи возьмет по гектару, и будет у вас, так сказать, своя земля. И такие случаи были, что эти участки таким образом оформлялись. Значит, еще я вижу вопрос, который скорее адресован к Яне и Павлу. Как международному сообществу понять, кто из коренных народов говорит правду, а кто нет? Вот когда на международных каких-то площадках встречаются лояльные России активисты, которые продвигают вот эту российскую повестку, в том числе снятие с России санкций. Пожалуйста, кто из вас ответит? Яна, Павел. Давайте, может быть, я начну. Ну, на самом деле, конечно, это делать сложно, но я просто могу сказать, да, что очень многие представители коренных народов со всего мира, многих был такой нарратив, да, что Россия – это страна, которая всегда поддерживала коренные народы, да, боролась с колонизаторами, с колониализмом, во всем мире помогала бороться. И, к сожалению, это было, да, и это остается, но я могу сказать, что после того, как Россия развязала войну против Украины, да, вот этот миф, он начинает уходить, слава богу. И в том числе это происходит еще и потому, что сейчас многие представители коренных народов, да, коренных малочисленных народов, начали гораздо громче рассказывать вот эту правду о том, что происходит в России, что происходит с коренными народами России. И сейчас, ну, опять же, да, я говорю свою точку зрения, атмосфера, по крайней мере, вот я каждый год принимаю участие в сессиях в Нью-Йорке, я вижу, что атмосфера очень сильно меняется. Да. Если раньше к нашим рассказам и со стороны райпон, и к нашим, да, нашего комитета относились так, ну, разные точки зрения, всякое бывает и так далее, да, то сейчас отношение уже другое, и я уже очень много слышу на сессиях от представителей других коренных народов, от представителей
экспертных разных механизмов ООН, они уже вслух говорят, да, представителям РайПОН, да, не надо здесь обманывать, не надо сюда тащить российские пропагандистские всякие клише и так далее, и так далее. То есть уже не только мы, да, начинаем говорить вот представителям правительства России, представителям РайПОН об этом, но и начинают в том числе подключаться к этому представители коренных народов из других стран. Спасибо, Павел. Яна, хотите добавить? Да, очень важно информировать международное сообщество. Также, вот, как я уже сказала, писать альтернативные доклады, информировать разные механизмы. И я понимаю международное, то есть глобальное сообщество коренных народов, когда мы все сидим, например, на сессии, и каждый выступает, и представители РайПОН выступают в защиту, то есть рассказывая сказки о прекрасной жизни коренных народов России, то я думаю, что люди, обладающие критическим мышлением, видят, да, что кто какие стейтменты озвучивает. И, естественно, мы, как независимые голоса коренных народов, выступаем, действительно говорим о настоящих нарушениях прав на наших землях. И я думаю, что кто понимает, тот понимает. То есть и видит прекрасно, что, например, райпон или подконтрольные коренные проводят после этих заседаний, проводят сайд-ивенты, параллельные мероприятия, куда приглашают, к примеру, представителей правительства Российской Федерации и вместе обнимаются и фотографируются. Я думаю, что всем уже понятно, кто в ООН подконтрольный, а кто независимый. Поэтому очень важно продолжать информировать, продолжать участвовать, продолжать выступать с сильными стейтментами, то есть с выступлениями, то есть это нужно все поддерживать и, да, продолжать свою работу. Спасибо, Яна. Я вижу, Кирилл поднимает руку. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, Ольга, Павел, Яна, Максима, большое спасибо за содержательное выступление. Меня зовут Немайкин Кирилл. У меня вопрос скорее к Яне, может быть, к Павлу. Можете ли вы рассказать о наиболее успешных или там значимых кейсах участия коренных народов России в международных механизмах ООН, особенно тех, которые, может быть, как-то смогли повлиять ситуацию на местах? Я понимаю, что ваша работа очень сложная в международных организациях, и вы сталкиваетесь с большим с противопоставлением с другой стороны, но тем не менее, вдруг есть что-то важное, интересное и успешное. Спасибо. Ну, я не рассказала, наверное, о кейсе Казас. Это не совсем... На сегодняшний день этот кейс продолжает как, как это сказать, то есть не решен вопрос, наверное, можно сказать. Несмотря на заключительные замечания Комитета по ликвидации расовой дискриминации, а именно и это единственные такие в своей истории, наверное, касающиеся моего народа, именно непосредственные параграфы, которые я уже показала, были в заключительных замечаниях. Это очень сильный, я считаю, очень сильный результат, но Россия просто игнорирует, да, вот эти замечания. Но кейс Казаса является резонансным, очень таким большим и серьезным делом, то есть это такой пример, но и при этом это горький опыт моего народа и моей организации, и вы, может быть, знаете, что я была вынуждена уехать из страны, но благодаря и международным организациям, и мы прошли на все этапы на национальном сначала уровне, да, то есть это был тоже нелегкий процесс, и потом уже подали жалобу в Комитет по ликвидации расовой дискриминации. И при этом в подаче тоже, и потом уже, когда в альтернативные доклады еще подаем, то есть информация разная, собираем разную информацию там о территориях традиционного природопользования, о рыболовстве и о других нарушениях. Но, может быть, Павел Васильевич, я не знаю, вы помните какой-то один из позитивных результатов подачи жалоб или механизма? Наверное, я хотел бы рассказать очень коротко. Да. Это было у меня презентация тоже, но вот, да, из-за малого времени я не успел. Это успешный кейс, он не касается ООН, но он касается как раз международных механизмов.
да, которые в том числе разрабатывались в ООН. Это когда, например, Норникель совершил вот огромную, помните, экологическую катастрофу, да, когда пролил там огромную кучу нефтепродуктов в реки, в озера и так далее. И тогда мы организовали кампанию, международную кампанию против Норникеля, так как это касалось как раз прав коренных народов. И я могу сказать, что эта кампания, мы, естественно, обращались в Норникель, Норникель нас послал подальше, но в итоге это закончилось следующим, да, что Норникель хотел заключить соглашение, договор, торговый договор с компанией Tesla. Компания Tesla отказала Норникелю. Я могу сказать, что мы примерно около 3 или 4 месяцев вели переговоры с компанией Tesla, с ее менеджментом. Мы рассказывали ей о том, что такое Норникель, кто такие Норникель и так далее. Второе, я могу сказать, что мы встречались с швейцарскими банками, с немецкими банками, которые являлись и инвесторами Норникеля, и акционерами. Могу сказать, что ряд компаний вышли из акционеров, продав свои акции Норникеля, и вышли из инвесторов. И после этого Норникель вышел с нами на переговоры, поняв, что это игнорировать невозможно, потому что это касается их финансов. Да. И еще один момент, наверное, очень важный тоже, что существует такая организация, называется ИРМА. Это огромная организация, которая занимается как бы защитой прав человека в сфере, касающейся горнодобывающего сектора, горнодобывающего бизнеса. В эту компанию, в эту организацию, точнее, входят все практически крупнейшие горнодобывающие компании. Туда входят Human Rights Watch, то есть крупнейшие правозащитные организации, крупнейшие экологические организации. Входят туда и коренные народы тоже. И там есть вот специальные критерии, да, которые необходимо соответствовать. И вот Норникель тоже является частью этой ИРМА, и он тоже подал заявление на то, чтобы получить вот сертификацию ИРМА. Мы в этой организации, когда узнали, что Норникель туда пошел, мы тоже с ней связались, мы начали с ней работать, в общем, докладывали им, рассказывали, проводили внутри ИРМы вебинары. Я могу сказать, что, например, сейчас, вот после такой большой работы, меня выбрали в совет директоров фирмы, да, то есть где все будет, естественно, да, проходить под присмотром, много дискуссий проходит и так далее. Поэтому вот эти все стандарты, которые разрабатываются на международном уровне, механизмы, да, их очень много, их просто нужно правильно научиться использовать. Спасибо. Спасибо, Павел. И я вижу еще один вопрос от Марии ко мне. Какие народы следует, собственно, относить к коренным в Российской Федерации? Ну, честно говоря, у меня нет здесь готового ответа. И мы видим, что в некоторых странах там различают, допустим, национальные меньшинства, с одной стороны, и коренные народы как особо уязвимые с другой стороны. То есть особое законодательство защищает народы, находящиеся в особо уязвимом положении, они могут быть, то есть эта уязвимость должна иметь какие-то критерии, то есть малочисленность, там какой-то уровень, может быть, бедности и так далее. То есть мне кажется, что вот здесь, ну, это очень серьезный вопрос законодательный, и он требует большого количества консультаций с самими представителями этих народов, и с различными экспертами. Нужно посмотреть, что, как такое законодательство устроено в других странах. То есть вот такого ответа, вот, чтобы сказать, вот это вот коренное уж точно, а этот уж точно нет, я не могу такой ответ дать. Единственное, что хочется избежать вот этих вот, на самом деле, навязываемых во многом таких вот позиций. То есть кто из нас коренной, кто тут раньше появился, и поэтому вот у него, и только поэтому здесь больше прав. Вот понятно, что там, скажем, экспансия России – это, ну, конечно, колонизация, да, и эти
как бы русские появились как этнос в Сибири и на Дальнем Востоке, конечно, гораздо позже, чем жители автохтонные или коренные, которые там сейчас живут. Но если мы посмотрим на соотношение разных народов помимо русского и, значит, тоже вопросов, как они друг с другом соотносятся, то там тоже были моменты колонизации одних народов другими. И вот нужно вырабатывать очень взвешенные подходы по взаимоотношениям этих народов между собой и терминологии, которая должна, конечно, избегать дискриминации, каких-то, значит, взаимные обиды должны быть тоже обсуждены. И поэтому так ценна, мне кажется, инициатива Фонда Ботании и Международного комитета, вот эта декларация острова Оркас, это фактически приглашение всего российского общества в его многообразии к честному разговору о прошлом, настоящем, о колонизации, о том, какое влияние оказала политика Российской империи, впоследствии Советского Союза, затем современной России на положение народов, которые населяют территорию современной России, то здесь вот это должен быть очень честный разговор. Пожалуйста, Стефания, вы хотите что-то сказать? Ага, спасибо. Я хотела чуть-чуть дополнить вот этот важный разговор. Он сложный, я думаю, что его надо продолжать, и я всех очень приглашаю к дискуссии в той или иной форме. Я как-то сотрудничаю с организацией, которая занимается коренными народами во всем мире, Minority Rights Group, и хочу сказать, что эта тема не уникальна для вот, обсуждаемого региона. Вопрос очень стоит в Африке, какие народы признавать коренными, а какие вот меньшинствами, возникшими на базе иногда трудовой миграции с одного региона в другой. Вопрос стоит в южных частях американских континентов, в северных частях американского континента. Поэтому мне кажется, что это очень интересно, важно. Это просто на глазах меняется. За последние пару лет очень сильно изменился подход и продолжает развиваться. Он меняется в сторону все большего расширения понятия коренной. Ну, я думаю, что когда-то начнет меняться в обратном направлении, но очень буду рада узнать больше о мнениях. Большое спасибо. Дорогие друзья, по-моему, больше вопросов нет. Если есть, то поднимите, пожалуйста, руку, как-то обозначьте, если вы хотите задать вопрос. Если вопросов больше нет, большое спасибо спикерам и слушателям за ваше заинтересованное участие. Мы будем приглашать... вот Нора еще хочет сказать, сейчас я еще скажу. Мы будем приглашать вас к участию в следующих вебинарах и тоже приветствуем обратную связь, может быть, какие-то темы, которые есть, и вы хотели бы, чтобы они были подняты. Мы, конечно, открыты к этим предложениям. Нора, пожалуйста, вы хотели что-то сказать? Да, спасибо. Просто коротко. Я хочу узнавать у Александры, что она там писала, что последний ее комментарий. Есть еще момент с колонизацией крупными коренными народами малочисленных. Можешь об этом чуть-чуть сказать? Да, здравствуйте всем. Да, Включу камеру. Александра Гармажапова. Я по поводу того, что крупные коренные народы, ну, в частности, например, буряты или саха, много, безусловно, и правильно говорят о колонизации русскими казаками их народов, в частности, моего бурятского, но очень болезненно реагируют, когда обращаешь внимание на то, что, например, буряты были не очень, скажем так, вежливы и бережны по отношению к сайотам или к эвенкам. Сайоты вообще стали субэтносом в итоге бурятского народа, хотя изначально это был отдельный народ. Проблемы
с эвенкийской общиной Дылача, по-моему, если не ошибаюсь, в Бурятии тоже была, ее разгромили де-факто, и в разгроме ее участвовал, например, на тот момент прокурор Республики Бурятия, иркутский бурят Валерий Петров, который, кстати, нынче главный военный прокурор Российской Федерации. В общем-то, вот этот такой болезненный момент мало кто обсуждает, и после конференции на острове Оркас, когда я, собственно, подняла эту проблему в социальных сетях, потому что я неделю практически провела с коренными малочисленными народами, что было для меня очень важно и интересно, я, конечно, просто так вынуждена была столкнуться с очень большим хейтом, буллингом со стороны бурят, которые мне говорили о том, что я какая-то неправильная, и с чего я начала говорить о том, что сайоты были или эвенки дискриминированы, очень болезненно, я вижу, реагируют, когда о Якутии, Республике Саха также пишут, и венки рассказывают, как их заставляли говорить или на якутском языке, или на русском, и не позволяли им говорить на своем родном языке. И вот мне кажется, что это такая очень сложная тема внутреннего самоанализа, рефлексии, к которому мы все-таки должны прийти. И сейчас вот тоже было видно, что болезненно реагируют, когда говорят коренные малочисленные народы. То есть крупные народы начинают настаивать, что нет, малочисленные нельзя употреблять, есть только коренные народы, иначе вы нас дискриминируете. Но когда ты им объясняешь, что есть действительно народы, численность которых сотни человек, или там 2000, или там 10 тысяч, а бурят, например, больше полумиллиона де-факто, ну это же все-таки уязвимость сильнее этих народов, которые меньше, мы должны на это обращать внимание. То есть вот тут происходит такой момент, что с одной стороны мы сталкиваемся с непониманием условно русского большинства, которые не хотят признавать империалистический характер российского государства и ее истории колониальной, но с другой стороны мы также сталкиваемся с сопротивлением со стороны крупных коренных народов, которые не хотят видеть бревно в своем глазу. Такая проблема тоже существует. Да, Сандра, большое спасибо за это замечание. Действительно, такая проблема есть, и действительно, вот коренные малочисленные народы, они окажутся в меньшинстве, будь то там какая-то республика или собственно, России, да, и поэтому здесь очень важно вот этот антидискриминационный дискурс поддерживать. И тоже честный диалог, вы правы, да, хотя он очень болезненный. Мария, пожалуйста, вы хотите что сказать? Я просто хотела коснуться вот действительно терминологии, потому что, с одной стороны, названия такие прилагательные, то есть они действительно являются дискриминирующими. Вот нам тоже надо подумать, может быть, какие-то предложить вообще другие альтернативные названия, потому что я вот так вот сравниваю, да, например, есть люди большие, да, они весят 120 килограмм, а есть люди, которые маленькие и весят намного, в 2 раза меньше, да. Но у нас у всех одинаковый паспорт, и мы всегда считаемся, каждый человек имеет равные права, независимо от его, как говорится, величины. И поэтому, когда народы в политической терминологии просто сразу называют малочисленными, хотя, может быть, они не были ими, а именно в результате как бы колонизации и геноцида всяких они стали малочисленными. Поэтому мне кажется, что, ну, вот так же, как я сравниваю еще семья, например. Семья– это и есть семья, да? У каждой семьи равные права. Все называются семьями. Хотя в одной, может, 12 человек, а в другой 2. Все равно это семья. Вот поэтому, чтобы, имея в виду это, сейчас вообще время такое, и тем более вот вы как раз антидискриминационный комитет, да, мне кажется, нам стоит подумать на терминологии. Даже слово «этнические меньшинства», оно тоже несет какую-то такую дискриминирующую коннотацию. Потому что сейчас очень многие понятия пересматриваются, так сказать, по современным меркам. Да? Я вот буквально вчера, например, прочитала, что вот людей же, которые не европейцы, да, мы называем белые люди, и другие, значит, people of color. Да? Но с другой стороны, ну как color? Что их, радуга, что ли, вообще там? Да, поэтому вот предлагают такую, что на самом деле не белых людей на планете намного больше, чем белых, поэтому назвать их, как же они назвали, people of global majority.
преобладающее. Но это тоже, правда, в другую сторону дискриминирует. Ну, то есть вообще наступило время пересмотра многих таких понятий, которые вот устаревают, да, и в нашем толерантном мире они, в общем, нежелательны, как бы, да. Вот предлагаю до следующего Спасибо. подумать на эту Спасибо, Марина, за это замечание. Яна, пожалуйста. Да, я только очень коротко комментарий Александре Гармажаповой, что я абсолютно согласна. В атласе народов Сибири как раз и рассказывается о том, как якуты относились к юкагирам, да, как их дискриминировали, там гонения разные были, вот как раз там есть такой, это факт. И такие народы, их называют, наверное, сегодня можно сказать, дважды колонизированы. Очень важно об этом говорить. Да, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Я вижу, что вроде бы больше никто не хочет отвечать на вопросы или высказывать какие-то комментарии. Большое спасибо вам за участие. Будем на связи. Спасибо спикерам, спасибо слушателям. И надеюсь, что мы снова скоро встретимся. Спасибо доброго. большое. Да, Спасибо. до До свидания. свидания. Спасибо Всего большое. доброго. Спасибо, было очень полезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Верла.